Турции политическая борьба давно вышла за рамки предвыборных дебатов и дискуссий. В последние годы власть применяет все более жесткие методы против оппозиции, используя репрессивные механизмы для устранения конкурентов. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считался одним из главных политических соперников Эрдогана, был задержан накануне ключевого партийного съезда. Этот шаг вызвал широкий резонанс и спровоцировал волну протестов. Имамоглу обвиняется в финансовых махинациях и связях с экстремистскими организациями. Однако сторонники оппозиции утверждают, что все эти обвинения сфабрикованы и направлены исключительно на устранение его избирательной кампании. Турецкие власти уже не раз прибегали к подобным методам. Ранее под суд попали десятки оппозиционных политиков, включая бывшего лидера Народно-демократической партии Селахатина Демирташа, который до сих пор остается в заключении. Механизм ареста политических оппонентов в Турции хорошо отработан. Сперва против политика возбуждается уголовное дело, затем подключаются лояльные суды, которые в ускоренном режиме выносят обвинительные приговоры. Арест Имамоглу стал логичным продолжением этой тенденции. Он был задержан всего за несколько дней до официального выдвижения на президентские выборы, что говорит о политической мотивации этого шага. Задержание Имамоглу спровоцировало массовые протесты. В крупнейших городах страны тысячи людей вышли на улицы, требуя его освобождения и выражая недовольство политикой Эрдогана. Силовики оперативно отреагировали на протестную активность. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и массовые задержания, чтобы подавить недовольство граждан. По официальным данным, в течение первых суток после ареста Имамоглу в стране было задержано более 500 человек. Правозащитные организации утверждают, что реальные цифры могут быть значительно выше. Репрессии против оппозиции сопровождаются мощной пропагандистской кампанией. Государственные СМИ активно транслируют обвинения в адрес Имамоглу, представляя его как угрозу национальной безопасности. Этот сценарий уже был разыгран ранее. После неудавшегося переворота 2016 года десятки тысяч человек оказались в тюрьмах по подозрению в связях с заговорщиками. Однако, в отличие от предыдущих лет, нынешняя ситуация вызвала сильное возмущение внутри страны. Экономический кризис и рост социального недовольства усиливают протестные настроения. Многие граждане Турции рассматривают арест Имамоглу как попытку уничтожить любую альтернативу правящему режиму. Это может привести к усилению поддержки оппозиции на предстоящих выборах. Но власти не намерены отступать. Репрессивные меры продолжают ужесточаться, а судебные разбирательства проходят в ускоренном порядке. Критики режима считают, что единственной целью этих процессов является устранение всех потенциальных соперников Эрдогана. Независимость судебной системы в Турции давно поставлена под сомнение. На данный момент шансы на освобождение Имамоглу остаются крайне низкими. Судебные органы находятся под полным контролем правительства, а адвокатам оппозиционного политика блокируют доступ к ключевым документам. События последних дней продемонстрировали, что турецкая власть готова пойти на крайние меры ради удержания своих позиций. Подавление оппозиции, репрессии против активистов и контроль над информацией стали нормой. Но остается главный вопрос: насколько долго эта стратегия будет работать? Турецкое общество уже устало от репрессий и политической нестабильности, что делает предстоящие выборы самыми непредсказуемыми за последние годы. Контроль над информацией стал одним из главных инструментов власти Турции. В преддверии выборов, во время массовых протестов или в периоды политических кризисов правительство активно использует блокировки интернет-ресурсов и социальных сетей. После ареста Экрема Имамоглу доступ к ряду интернет-платформ был резко ограничен. Пользователи столкнулись с проблемами при попытке войти в X, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp и TikTok.
Подобные ограничения не являются новшеством. Турецкие власти регулярно прибегают к таким мерам, когда хотят воспрепятствовать распространению нежелательной информации. Запрет на соцсети сопровождается замедлением работы интернета. Эксперты отмечают, что это не технический сбой, а намеренная стратегия властей по снижению активности граждан в цифровом пространстве. Методы цифровой цензуры в Турции совершенствуются с каждым годом. Власти применяют технологию Deep Packet Inspection, DPI, позволяющую выборочно блокировать сайты, фильтровать контент и ограничивать доступ к VPN-сервисам. Перед муниципальными выборами 2024 года правительство уже вводило запреты на VPN, чтобы граждане не могли обойти государственные блокировки. Однако спрос на обходные технологии в Турции только вырос. В день ареста Имамоглу попытки пользователей загрузить оппозиционные сайты или независимые новостные ресурсы часто заканчивались неудачей. Это указывает на целенаправленные ограничения, а не на технические проблемы. Такие действия турецких властей являются частью более широкой стратегии по контролю над медиапространством. Государственные СМИ остаются под полным влиянием правительства, а независимые журналисты подвергаются преследованиям. В 2022 году был принят закон о дезинформации, позволяющий блокировать любые материалы, которые власти сочтут ложными или угрожающими национальной безопасности. Фактически этот закон стал инструментом подавления оппозиции. Жесткие меры по ограничению свободы слова критикуются международными правозащитными организациями. Однако турецкое правительство игнорирует эти заявления, продолжая укреплять цифровую диктатуру. Несмотря на все ограничения, активисты находят способы донести правду до общества. Telegram остается одним из немногих инструментов, который пока не удалось заблокировать властям. Мессенджер стал основной платформой для распространения информации о протестах, арестах и репрессиях. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшее время доступ к нему также может быть ограничен. Сейчас турецкие власти тестируют новые методы цифрового контроля, включая избирательные отключения интернета в отдельных регионах. Такая тактика уже применялась в 2016 году во время подавления протестов. Граждане все чаще прибегают к альтернативным способам коммуникации. Люди договариваются о митингах через зашифрованные сообщения и передают информацию через анонимные сети. Однако цифровая цензура влияет не только на политическую жизнь, но и на экономику. Из-за перебоев в работе интернета крупные компании и малый бизнес теряют миллионы долларов. Блокировки также мешают работе иностранных компаний, что приводит к снижению инвестиций в Турцию. В долгосрочной перспективе это подрывает стабильность страны и ухудшает ее имидж на международной арене. Западные страны и международные организации продолжают осуждать турецкую цифровую цензуру. Однако конкретных санкций против Анкары за подавление свободы слова пока не последовало. Правительство Эрдогана делает все возможное, чтобы контролировать информационные потоки. Но вопрос остается открытым: удастся ли властям полностью заглушить голос оппозиции, или народ найдет способы обойти цензуру. Политические репрессии и блокировка интернета в Турции вызвали резонанс на международной арене. Однако реакция западных стран оказалась неоднозначной. Формально осудив действия Анкары, мировые лидеры не спешат вводить жесткие санкции против режима Эрдогана. После ареста Экрема Имамоглу Евросоюз и США выпустили официальное заявление, выражая обеспокоенность ситуацией. Представители Госдепартамента США назвали задержание мэра Стамбула угрозой свободным выборам и призвали к немедленному его освобождению. Однако такие заявления практически не повлияли на турецкие власти. Анкара традиционно отвергает критику Запада, называя ее вмешательством во внутренние дела страны. Почему Запад не давит на Турцию?
Турция занимает стратегически важное положение между Европой, Россией и Ближним Востоком. Она контролирует ключевые торговые пути, является членом НАТО и играет значительную роль в геополитической стабильности региона. Одним из главных факторов, сдерживающих жесткие меры со стороны ЕС, является миграционное соглашение. Турция удерживает миллионы беженцев на своей территории, не давая им проникнуть в Европу. Любые санкции против Анкары могут привести к отмене этого соглашения и новому миграционному кризису. США также не заинтересованы в открытом конфликте с Эрдоганом. Несмотря на напряженные отношения, Турция остается важным партнером в военных операциях НАТО. Вашингтон предпочитает балансировать между критикой репрессий и сохранением дипломатических связей. Западная дипломатия или двойные стандарты. Хотя европейские страны осудили арест Имамоглу, экономическое сотрудничество с Турцией продолжается. Германия остается одним из крупнейших инвесторов в турецкую экономику, а Великобритания недавно заключила крупные контракты в сфере обороны. Франция и США ограничиваются санкциями против отдельных турецких чиновников. Однако их влияние минимально и не угрожает правящему режиму. Международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, призывают к жестким санкциям против Анкары. Они настаивают на заморозке активов турецких официальных лиц и запрете на поставки технологий для цифрового контроля. Но на практике западные страны ограничиваются дипломатическими заявлениями. Реальных действий, способных повлиять на политику Турции, до сих пор не предпринято. Как Турция использует международную ситуацию в свою пользу? Анкара умело манипулирует геополитическими кризисами. С одной стороны, она остается членом НАТО, а с другой поддерживает контакты с Россией и Ираном, что делает ее незаменимым игроком в дипломатических переговорах. Военная мощь Турции и ее стратегическое положение позволяют Эрдогану вести независимую политику. Он знает, что Запад не заинтересован в обострении отношений и поэтому может позволить себе репрессии внутри страны. Турция также использует экономические связи в качестве щита от давления. Европейские и американские компании активно работают на турецком рынке, и разрыв этих связей обернется потерями для Запада. Возможные сценарии развития событий. Политическая нестабильность усилится. Арест Имамоглу и последующие протесты могут привести к масштабному кризису внутри страны. Однако турецкие власти, скорее всего, ответят еще более жесткими репрессиями. Запад продолжит выражать обеспокоенность без реальных санкций. США и ЕС продолжат дипломатическое давление, но без реальных последствий для Анкары. Запад не хочет терять стратегического партнера. Оппозиция попытается мобилизовать общество. Если протестные настроения усилятся, оппозиция может попытаться организовать массовые выступления. Однако репрессивный аппарат властей дает Эрдогану преимущество. Что ждет Турцию? Эрдоган продолжает консолидировать власть, используя силовые структуры и цифровую цензуру. Однако общественное недовольство растет, а экономические проблемы создают новые вызовы для режима. Сможет ли оппозиция переломить ситуацию, или Турция окончательно скатится в авторитаризм? Вопрос остается открытым.